Всем привет, друзья! С вами я, Ксения Назарова, и я рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». Мы с вами продолжаем готовиться к новогодним праздникам. И сегодня в своем видеоуроке я хотела бы предоставить вам выбор. Что вы хотите, какие символы Рождества предпочитаете, что нравится вашим дочкам, вашим крестницам, вашим сестренкам. Могут ли это быть белые, невесомые, серебристые снежинки, или это какие-то другие символы. Ведь известно, что наряду с зеленой елью традиционной, с нашей зеленой елочкой, существуют еще различные растения, которые не так развиты у нас в России, но во всем остальном мире они поспорят и с нашей елочкой-красавицей. Например, посмотрите, пожалуйста, вот эти зелененькие листики, остролистные растения и ягодки посерединке, оказывается, называются падуб или астролист. Очень развиты они в Великобритании, из них делают рождественские композиции, веночки и так далее. Так что же выберете вы, друзья мои? Белые невесомые снежинки или вот такие зелененькие маленькие растения? Чем вы украсите своих любимых дочек, сестренок и крестниц? Об этом вы можете написать в своих комментариях. И вообще, понравились ли вам мои творческие идеи, мои заколочки. Самое главное преимущество этих аксессуаров в том, что они небольшие по размеру. Для тех, кто не любит громоздкие банты, короны, длина каждой заколочки не превышает 7,5 сантиметров. Сделаны они из лент разной длины. Подробнее обо всем вы узнаете чуть позже на нашем видеоуроке. Оставайтесь, пожалуйста, со мной. Если вам понравились мои идеи, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал и давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, в сегодняшнем мастер-классе хочу показать, как сделать целых два вида таких вот рождественских, новогодних маленьких заколочек. Для девочек совсем небольшого объема. Длина заколки бантика 7,5 сантиметров. Вот такая заколка-снежинка. И тоже бантик с рождественским растением, который часто изображают на всяческих открытках. Называется этот кустарник падуб. Там вот такие красные ягодки и зеленые листочки. Сначала сделаем в традиционных тонах снежинки, белые снежки. У меня здесь вот такую вот заколочку, в основе которой лежит бархатная лента шириной 1,8 сантиметров. Можно взять ленту шириной 2 сантиметра, 1,5 сантиметра и отмерить отрезочек примерно где-то 28 сантиметров. В основе нашей заколочки лежит обычным образом сложенный бантик. Сама снежинка сделана из лепесточков, которые я изготовила из вот такого синтетического кружева. Ширина моего кружева 1,5 сантиметра тоже. И так как это кружево является синтетическим, то ничем оно не отличается от обычной ленточки атласной, в том плане, что лепестки можно также складывать, плавить, склеивать при помощи огня зажигалки. И получается очень даже интересный такой эффект. Затем для основы заколочки нам понадобится, естественно, зажим для волос. Длина моего зажима 4,5 сантиметра. И кружочек из фетра подходящего цвета. Сейчас покажу в самом начале, как я делаю такие вот кружочки. Небольшой лайфхак, если хотите, так можно это назвать. Диаметр моего кружочка 2,5 сантиметра, что составляет окружность 5-рублевой монеты. Чтобы сделать такой ровненький кружочек, я беру 2 монетки и между ними зажимаю кусочек фетра, из которого мне нужно изготовить кружок.
Срезаю все лишнее и прохожусь. Ткань у меня зажата между двумя монетками, которые, естественно, не поддаются огню. И теперь я подравниваю при помощи огня зажигалки. Абсолютно легко, быстро мы получаем почти идеально ровный кружок. И для зеленой заколочки, и для белой нам понадобится такой кружок из зеленого фетра и из белого фетра. А далее у нас с вами уже отмерили мы отрезок длиной, как я уже сказала, 28 сантиметров. И нашли там серединку. Я поставила иголочку. И также от каждого края важно отметить равные отрезки, да, 6,5 сантиметров с одного края, 6,5 сантиметров с другого краешка я отметила и поставила тоже английские булавки. Далее мы заранее с вами подготовили иголочку с ниткой, чтобы сшить наш бантик. И теперь будем делать простейший, самый простой бантик. Для этого мы краешки ленты загибаем к серединке, к центру. Вот у нас два маркера, мы перекрещиваем их, чтобы был ровный бантик у нас. И вот таким вот образом прошиваем. Убираем иголочки и прошиваем бантик ровно в серединке. Стягиваем бантик, перекручиваем несколько раз, поправляем петельки бантика и закрепляем иголочку. Краешки бантика потом можно подрезать, когда будем приклеивать уже нашу основную серединку. И смотреть так, чтобы бантик выглядел хорошо, красиво. Далее основной материал, из которого будем делать серединку, это вот такое вот синтетическое кружево. Для того, чтобы сделать вот такой вот лепесточек, нам понадобится отрезок длиной 8,5 сантиметров, который мы складываем пополам. Под рукой у нас должен быть обязательно пинцет, ножницы и зажигалка. Складываем ровненько пополам. Отступив от этой серединки примерно сантиметр с небольшим отрезок сделаем косой срез. На уголочек срежем лишнее кружево и сплавим место среза при помощи огня зажигалки. Получился у нас такой остроконечный лучик, с которым мы впоследствии будем составлять нашу снежинку. Таких лучиков нужно сделать 7 штук. Складываем отрезочек пополам.
Отступаем от места сгиба около 1 сантиметра, плюс-минус 2 миллиметра, и делаем косой срез. После чего прижимаем пинцетом и сплавляем наш лепесточек. Можно отрезать небольшой квадратик той же самой ленточки, оплавить краешки и начать собирать лепестки нашей снежинки. Опять же, нам сейчас понадобится горячий термоклей и пинцет, чтобы не обжечь пальчики. А буду вот таким вот образом прикреплять на термоклей наши лепестки в виде снежинки. Наношу капельку клея с внутренней стороны и большую капельку клея сюда, чтобы раскрыть вот таким образом наш лепесточек. Чтобы не обжечь пальчики, я воспользуюсь пинцетом. Один лепесточек готов. Теперь внахлёст будем клеить в виде звездочки. Вот таким вот образом поштучно наши лепестки. Не торопимся, и все у нас получится. Помогаем себе пинцетом. Такая вот полупрозрачная снежинка у нас получилась. Ее можно, собственно, использовать как отдельную заколочку без бантика. Длина такой снежинки 7,5 сантиметров. И теперь мы ее будем украшать различными такими сказочными вещами. Во-первых, я взяла вот такие маленькие помпончики. Диаметр помпона чуть меньше сантиметра, где-то примерно 8-9 миллиметров. Таких помпончиков нам понадобится 5 штучек. Далее
такого же диаметра примерно страза, блестящая серединка. Это может быть полубусина. И вот такие вот веточки из фоамирана, из глиттерного. Вот такой глиттерный фоамиран серебристого цвета, шириной 2 мм. И при помощи дырокола я изготовила такие веточки. Таким образом сразу получается очень филигранная тонкая веточка. Конечно, такую вырезать составит большую сложность, наверное. Но если нет дырокола, можно пайетку, снежинку придумать. Можно обойтись просто красивыми помпончиками, выложить. Это уже ваша фантазия, и нужно исходить из того, какие материалы у нас есть в наличии. Но веточки я эти тоже подкорректировала. Мне нужны только вот эти последние 3 лапки, чтобы создать, так сказать, видимость снежинки. Вот таких веточек мне понадобится 5 штучек. И сейчас буду украшать ими нашу заколочку-снежинку. Наношу капельку клея и закрепляю лапку снежинки. И последняя 5-я лапка. Завершает нашу фантазийную снежиночку. Устанавливаю нашу прекрасную стразовую серединку, центр нашей снежинки. И в самый центр, между лапками из фоамирана, мы сделаем вот такие вот мягкие пушистики, которые будет очень хорошо сочетаться с нашей белой пушистой бархатной ленточкой. На каждый помпончик наношу капельку клея. И выкладываю между лапками снежинки.
Вот такая вот невесомая очень снежинка у нас получилась. Ее также, как я уже сказала, самостоятельно можно просто установить на заколку без бантика снизу. Мне вот сегодня захотелось именно бархатную ленточку, поэтому сделаю такую заколку. Итак, я беру зажим и фетровый кружок, складываю пополам и делаю 2 небольших надреза посерединке, чтобы продеть спинку нашего зажима. Спинка у нас вот здесь, немножко такая горбатенькая. Продеваю и наношу клей на саму заколочку, чтобы укрепить нашу основу. Вот такой вот у нас бантик, и в серединку этого бантика мы установим нашу снежинку. Лапки бантика сделаю немного короче, срежу по косой и пройдусь огнем зажигалки с одной и с другой стороны. Можно оставить лапки подлиннее. Как вы захотите. Вклеиваю нашу снежинку в серединку бантика. И теперь осталось подклеить заколочку к зажиму для волос. Вот таким образом наношу клей на весь кружок, заполняю серединку хорошо. Заколки снежинки готовы. И теперь займемся немножко другой заколочкой зеленого цвета. Вот такая заколка. Для этого нам понадобится, опять же, зеленый кружок из фетра. Такой же зажим для волос. Вот я уже установила здесь заколку на кружок. И займемся самой изготовлением лепесточков. Лепесточки, которые участвуют в моей цветочной композиции. Рецепт такого лепестка я взяла на канале Любовь Стасюк, чудо-мастерская, но немножко переосмыслила этот лепесточек и решила использовать его вот в таких листиках. 4 готовые лапки у меня уже есть, а 5-ю я покажу подробно, как сделала. Участвует здесь репсовая лента стандартной ширины 2,5 сантиметра. И для изготовления вот такой вот лапки нам нужно сделать 2 лепесточка из отрезка ленты длиной 5 сантиметров.
Обязательно проходимся по краям, обрабатываем огнем, складываем лепесточек пополам. Разогреваем, отмечаем серединку, места сгибов и сверху, и снизу. И что мы теперь делаем? Левый верхний край мы отгибаем к серединке. С другой стороны также делаем, только в другую сторону. Отгибаем края к серединке, получаем треугольник. Можно зажать пинцетиком вот места сгиба и разогреть огнем зажигалки. Таким образом зафиксировать вот этот вот верхний уголок. Вот этот нижний уголок я также фиксирую себе, чтобы не развалился мой лепесточек. Так мне удобнее. Теперь еще одно действие, которое нужно будет сделать, это отогнуть вот эти острые краешки примерно к серединке. Сделать это так, чтобы они выходили за этот край. Вот с одной стороны сгибаем, и с другой стороны сгибаем в другую сторону. Здесь они у нас встретились. И мы их сплавляем при помощи огня, друг с дружкой склеиваем. Склеиваем хорошенько их друг с дружкой. Посмотрите, какая у нас прелесть получается. Вот такой у нас получается лепесток. Остроконечный и очень похож на рождественское украшение. Сейчас очень распространенные листики падуба с красными ягодками. Лепесточек номер 1, и точно такой же нужно сделать второй. Проходимся огнем зажигалки, складываем пополам. Отмечаем серединку, верхний правый угол вниз, точнее верхний левый угол вниз. С другой стороны делаем то же самое, получаем треугольничек. Разогреваем огнем зажигалки, пальчиками можно укрепить лепесточек. Здесь то же самое. Этот край можно подплавить и склеить его немножко, чтобы не разваливалась форма наша. И теперь осталось вот эти краешки подогнуть примерно к серединке и склеить их между собой. Теперь вкладываем один листик в другой. Сюда мы нанесем капельку клея. Получится лапка из двух лепесточков, с которого мы будем составлять вот такое соцветие, чашелистик такой, в центре которой будут ягодки. Таких лапок нам понадобится 5 штук. Кружок фетра можно использовать также как основу, чтобы собрать наши лапки. А можно просто клеить друг к дружке, на бочок наносить капельку клея и обойтись без основы. В центре нашей зеленой композиции могут быть как бусины, так и вот такие вот декоративные ягодки.
В чем их преимущество? В том, что они сделаны из очень легкого материала, бусины будут больше веса давать, а когда мы делаем заколочки для девчонок, нам предпочтительнее самые легкие материалы брать, чтобы заколка была легкая, невесомая. Вот наши зеленые листики готовы, и теперь нужно вклеить в серединку 3 ягодки. Снизу мы тоже несколько капелек клея помещаем, чтобы он застыл и наши ягодки никуда не сместились, никуда не делись. И теперь лишние палочки мы обрежем кусачками или ножницами. Жду, пока застынет клей. Для основы, для бантика нашей заколочки я взяла вот такие тонкие репсовые ленты с новогодними принтами. Вот такие вот, шириной 1 сантиметр. Можно взять золотого цвета. Клей наш уже схватился, и можно лишние прутики подрезать. Вот что у нас получилось на лицевой части. И теперь сделаем бантик. Для простого такого бантика тоже нам понадобится, опять же, иголочка с ниткой и отрезок тонкой ленты длиной где-то 26 сантиметров. Делаю это просто даже на глаз, перекрещиваю 2 края нашего бантика, здесь в середине петелька, находим серединку и вот таким вот образом фиксируем. Теперь нам нужно прошить это дело иголочкой с ниткой, но не стягивать, потому как буду делать двойной бантик. И нам не нужна здесь узкая такая, не нужна узкая серединка этого бантика, узкая талия, да? А нам нужны вот такие петельки.
просто как основа для заколочки декоративная. Я прошиваю, делаю буквально пару стежков, чтобы закрепить бантик в таком состоянии. Я его не стягиваю, просто закрепляю, прошила и закрепляю ниточку, делаю узелок. А то же самое сейчас делаю и со вторым таким же отрезком. Бантик номер 1 и бантик номер 2. Абсолютно он такой же, плюс-минус несколько миллиметров. Я уже его сложила таким же образом. Вот прошиваю, укрепляю его, фиксирую в таком состоянии. Пару стежков и закрепляю иголочку. Далее мы накладываем один бантик на другой бантик с опозданием где-то несколько миллиметров расстояния и фиксируем так на термоклей. Такой получается двойной у нас с вами бантик. Вот таким вот образом. И прикладываем серединку . Прикреплю к заколке. Крепим серединочку к нашей цветочной композиции, так скажем, да, вот так ее назовем. Если нужно, подравниваем краешки бантика. Обрабатываем огнем зажигалки. А также при помощи дырокола со снежинкой сделала вот такую вот снежиночку, и сейчас тоже сделаю дополнительный декор. Можно использовать пайетку, снежинку. Осталось теперь только установить нашу заколочку на украшение.
Ну вот, друзья, наша работа подходит к концу. Результат нашего видеоурока: целая пара замечательных, таких не очень больших новогодних заколочек для девчонок. Это у нас зеленые листья падуба и также белые воздушные и невесомые снежинки бело-серебристой гамме. Какие заколочки понравились больше вам? В зеленом цвете или белые воздушные? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Занимайтесь творчеством с удовольствием. Ставьте лайк, если вам понравилось мое видео. Подписывайтесь на мой канал. И до новых творческих встреч. Пока-пока.